Есть места, которые смотрят на тебя в ответ. Иссык-Куль именно такое место. Огромное горное озеро в Кыргызстане, зажатое между хребтами Тянь-Шаня. Основная гладь озера почти не замерзает даже зимой. Берега тянутся почти на 700 километров. С высоты птичьего полета озеро выглядит как зеркало, упавшее с неба и застывшее между гор. Туристы приезжают сюда за тишиной и красотой. Местные живут здесь поколениями, и почти никто не думает о том, что находится под поверхностью. А там, на глубине нескольких метров, в холодной воде и под слоем ила, лежит то, чего, по всем законам географии, здесь быть не должно. Обожженный кирпич, каменные жернова, глиняные сосуды, остатки стен и кладбище, которое уже много веков не видело солнца. Если это просто горное озеро, почему на его дне следы города? И если город был настоящим, почему история почти не оставила о нем записей? Иссык-Куль хранит молчание. Но молчание это давно перестало быть пустым. Название озера чаще всего переводят как «теплое озеро». По одной из версий оно восходит к древнетюркским корням, где «исык» означало «тепло» или «священность». По другой версии слово связано с именем духа, которому поклонялись кочевые племена этих мест. Среди кыргызов существовала традиция давать водоемам имена живых существ, как будто озеро было не вещью, а персонажем, собеседником. Как бы то ни было, имя это странное. Среди холодных скал и снежных вершин озера с именем «Теплое» звучит почти как обещание или как предупреждение. Вода здесь действительно необычная. Иссык-Куль не имеет стока в море. Реки несут в него воду, но она никуда не уходит. Испаряется, насыщает воздух. Озеро дышит само по себе, не связанное ни с одним океаном мира. Это замкнутая система. Закрытый мир. В советское время Иссык-Куль был не только курортом. На его берегах находились закрытые объекты, а в воде испытывали военно-морскую технику. Иностранцев сюда долгое время не пускали, поэтому часть исследований, проведенных в тот период, оставалась внутри закрытой системы. Что именно видели военные водолазы на дне озера, какие отметки делали и какие отчеты уходили в архивы, до сих пор известно не полностью. Первые письменные свидетельства о людях на берегах Иссык-Куля относятся к глубокой древности. Скифские племена, усуни, гунны, тюркские каганаты, волна за волной народы приходили к этому озеру, жили у его воды, строили, уходили или растворялись в следующем потоке истории. Но был один период, когда берега Иссык-Куля стали особенно важными, когда через эти места пролегал один из главных торговых путей средневекового мира. Великий шелковый путь был не одной дорогой. Это была сеть маршрутов, постоянно менявшихся в зависимости от политики, войн, климата и договоренностей между правителями. Один из ключевых маршрутов шел через территорию нынешнего Кыргызстана, огибая Тянь-Шань с севера или юга, проходя мимо Иссык-Куля. Купцы везли шелк, пряности, металлы, стекло, лошадей, информацию. Вдоль пути возникали поселения, постоялые дворы, рынки, мастерские. Места, где можно было отдохнуть, обменять товар, переждать непогоду, совершить молитву. По некоторым оценкам, северо-западное побережье Иссык-Куля могло быть именно таким местом, удобным защищенным горами с доступом к пресной воде и рыбе. Местом, где маршруты сходились, где путники делали остановку перед следующим трудным переходом через горы. Но прежде чем говорить о том, что нашли ученые, нужно сказать о том, что рассказывали люди. Потому что легенды здесь появились раньше, чем водолазы впервые опустились под воду. Среди местных жителей на протяжении многих поколений ходили рассказы о строениях, скрытых водой, о стенах, которые видны в ясную погоду с лодки, если смотреть под правильным углом, о том, что раньше, когда вода была ниже, старики видели фундаменты зданий у самого берега. Местные рассказывали, что в штиль, особенно ранним утром, когда поверхность совсем гладкая, сквозь воду можно различить темные прямоугольники, слишком правильной формы, чтобы быть камнями, слишком ровные, чтобы быть случайностью.
Существует и более конкретная история. Она связана с армянским монастырем. По одной из версий, в XIV веке, где-то на берегах Иссык-Куля, располагался монастырь армянских христиан. В средневековых источниках, в том числе на знаменитой каталонской карте 1375 года, в районе Иссык-Куля упоминается обитель братьев армян. Эта карта была составлена в Испании на основе рассказов путешественников и купцов, добравшихся до дальних краев Азии. Картографы того времени не рисовали места, о которых не слышали совсем. Они опирались на свидетельства. По преданию, именно здесь могли находиться мощи апостола Матфея. Реликвия, которую армянские монахи якобы привезли из Персии, спасая от разрушения и войн, гнавших их все дальше на восток, через горы к Тихому озеру между хребтами. Каталонская карта – сама по себе удивительный документ. Она была составлена в 1375 году на острове Майорка картографом Авраамом Крескесом. Это одна из наиболее точных и подробных карт средневекового мира. На ней обозначены торговые пути, города-государства и народы от Атлантики до Китая. И в районе Иссык-Куля на этой карте есть отметка, небольшая, но она есть. То, что средневековый картограф в Испании знал о монастыре у горного озера в глубине Азии, говорит о том, что этот рассказ не возник на пустом месте. По крайней мере, сведения о такой обители ходили среди купцов и путешественников. Это уже не просто народная сказка. Это след, попавший на карту через цепочку свидетелей. Никто не может подтвердить, что монастырь был именно под водой. Никто не может с уверенностью сказать, были ли здесь мощи апостола. Это легенда. Но легенда, опирающаяся на реальный средневековый источник. И это уже не совсем ничто. Самое удивительное в этой истории вот что. Легенды о скрытых строениях существовали здесь задолго до того, как современные ученые подтвердили, что на дне Иссык-Куля действительно есть следы древнего поселения. В других местах наука часто хоронит легенды. Приходят исследователи, проводят раскопки, и оказывается, что никакого древнего города не было, а рассказы стариков оказываются просто рассказами. Но у Иссык-Куля история получилась иначе. Наука не убила легенду. Она сделала ее тяжелее, весомее, труднее отмахнуться. Серьезные подводные исследования в районе северо-западного побережья Иссык-Куля начались в советское время и продолжились после распада СССР. Ученые из России и Кыргызстана работали в районе, который называется Тору-Айгир. Они не искали мистики, они искали то, что можно измерить, сфотографировать и описать в научном отчете. И они нашли. На глубине всего от 1 до 4 метров в воде и под слоем озерного ила были обнаружены обожженный кирпич, фрагменты глиняной посуды, каменные жернова, деревянные балки, остатки стен и следы древних построек. Не 1 и 2 предмета, которые могли попасть в воду случайно, а целый культурный слой. Системная картина того, что здесь когда-то была жизнь. Каждая находка читается как фраза из забытого текста. Обожженный кирпич говорит о строительстве. Жернов говорит о том, что здесь мололи зерно, значит, здесь была еда и был быт. Черепок от большого сосуда говорит о хранении, о запасах, о торговле. Деревянная балка говорит о крыше, о том, что кто-то жил под этой крышей. Архитектурная деталь говорит о другом. Это было не просто жилье. Здесь могло стоять общественное здание, украшенное снаружи мечеть, баня или медресе. Значит, перед нами не случайная стоянка, а место с настоящей городской жизнью. Все вместе это говорит об одном. Здесь был не лагерь кочевников. Здесь было стационарное поселение. Люди строили здесь дома. Работали, торговали, жили, а потом все это оказалось под водой. Попробуем представить это место живым. Раннее утро на берегу Иссык-Куля, примерно 13 или 14 век. Воздух пахнет водой и дымом. На площадке у причала стоят тюки с товаром, верблюды переступают ногами, кто-то спорит о цене на персидскую ткань, ребенок тащит корзину с рыбой, пойманной на рассвете.
Женщина раздувает угли в очаге, где-то в стороне кузнец бьет по металлу, и удары его молота уходят в утренний воздух. Это не был великий город. Скорее всего, это было поселение торгового типа, перевалочный пункт, место встречи людей из разных концов Евразии. Здесь могли говорить на тюркских языках, на персидском, на китайском, на монгольском. Здесь могли молиться по-разному. По свидетельствам исследователей, в средневековом Семиречье, в которое входила территория Иссык-Куля, одновременно присутствовали тенгрианство, буддизм, несторианское христианство и ислам, распространявшийся с юга и запада. Такое смешение было нормой для торгового пути. Купцу не нужно было исповедовать ту же веру, что и его партнер. Нужно было доверять и договариваться. Поселение у Иссык-Куля, возможно, и было таким местом договора. Местом, где разные миры на время соприкасались, обменивались чем-то нужным и двигались дальше. Купец из Самарканда мог здесь обменять шелк на меха с севера. Монах, идущий на восток, мог здесь переночевать и получить сведения о дороге впереди. Воин монгольского хана мог здесь остановить коня и посмотреть на воду. Это не вошло в учебники истории. Но это не значит, что этого не было. Есть еще один аспект, который редко обсуждается. Иссык-Куль в средние века находился на пересечении не только торговых, но и религиозных маршрутов. Паломники, монахи, миссионеры двигались по тем же дорогам, что и купцы. Несторианское христианство распространилось по всей Центральной Азии еще в первом тысячелетии нашей эры. К XIII веку оно присутствовало от Персии до Китая. Буддийские монахи шли из Индии в Китай и обратно. Армянские христиане бежали от войн и преследований на восток. Поселение у Иссык-Куля могло быть местом, где все эти потоки встречались. Не в смысле религиозного согласия, хотя и это возможно, а в смысле физического присутствия. Разные люди, разные боги, один берег одного озера. Это само по себе уже история, достойная внимания. А потом ученые нашли кладбище. И вот здесь история стала другой. Под водой, в том же районе Тору-Айгир, были обнаружены следы мусульманского некрополя. По предварительным оценкам, захоронения относятся к XIII и XIV векам. Погребения сохранили признаки ритуала, ориентация умерших, особенности устройства могил. То, что делается не случайно, а с намерением. С мыслью о том, что будет после. Часть некрополя сегодня разрушается под воздействием воды и донных течений. Медленно, год за годом, то, что лежало нетронутым 700 лет, начинает рассыпаться. Нужно остановиться здесь и подумать. Это не груда кирпича, не мусор, случайно оказавшийся в воде. Это место, где людей хоронили с соблюдением обряда, где кто-то думал о вечности, о том, каким должен быть последний путь, где оплакивали умерших, где, возможно, читали молитвы над могилой прямо здесь, у воды, пока закатное солнце окрашивало горы в красный. Каждая волна, набегающая на берег Иссык-Куля, проходит над этим местом. Туристы плывут на лодках, рыбаки закидывают сети, дети купаются у берега, и никто из них не видит, что под ними совсем близко к поверхности лежит человеческое кладбище, которому 700 лет. Это не страшно в дешевом смысле этого слова. Это другое. Это то ощущение, которое возникает, когда вдруг понимаешь, что история не где-то далеко в музее. Она прямо здесь. Под ногами, под водой, рядом. Один факт особенно заставляет задуматься. Сам контекст этого места связан с разными традициями. Здесь проходили торговые и религиозные маршруты, здесь могли встречаться люди с разными верованиями. Но обнаруженный некрополь, судя по признакам обряда, связан именно с мусульманской традицией. Это говорит о том, что в поздний период жизни поселения ислам здесь уже играл очень важную роль. Возможно, даже определял облик этой части города. Это само по себе является историческим маркером, указывающим на время. Исследователи предполагают, что поселение прекратило существование в начале 15 века. По одной из версий, причиной стало сильное землетрясение, изменившее береговую линию. Уровень воды в озере поднялся, и то, что стояло на берегу, оказалось под водой. Но здесь важно сказать одну вещь. Возможно, люди ушли раньше, чем пришла вода.
XV век на Великом Шелковом пути был временем больших перемен. Монгольские государства, контролировавшие торговые маршруты, распадались. Пути менялись, некоторые поселения просто теряли смысл, когда торговые потоки уходили в другую сторону. Кроме того, такие поселения могли слабеть из-за войн, перемены власти, болезней и ухода торговых потоков в другую сторону. По мнению ряда исследователей, поселение у Иссык-Куля могло сначала опустеть по экономическим причинам, а уже потом землетрясение добило то, что осталось, и вода накрыла пустые дома. Если это так, то картина еще более пронзительная. Не катастрофа, уничтожившая живых людей, а медленная смерть. Сначала ушли купцы, потом закрылись мастерские, потом разошлись жители. Дома стояли пустые, над кладбищем гулял ветер, а потом земля дрогнула, и вода пришла за тем, что люди оставили. Один из специалистов в разговоре сравнил происходившее с судьбой Помпей. Только здесь не было вулкана, не было мгновенной катастрофы. Была медленная холодная тишина. Торговля ушла, люди ушли. Земля качнулась, вода поднялась, и все. Такие катастрофы не оставляют криков. Они оставляют жернова на дне озера. Что именно скрывает Иссык-Куль, мы пока не знаем в полной мере. Деревянные балки еще ждут точного анализа на возраст. Крупный хум, большой глиняный сосуд, лежащий глубоко в донных отложениях, пока не удалось извлечь. Сопоставление находок с китайскими и персидскими средневековыми источниками только началось. Вопрос о том, каким именно было это поселение, как оно называлось, кто им управлял и как именно оно было связано с другими городами Шелкового пути, остается открытым. И вот что важно понять. Район Тору-Айгыр, исследованный учеными, это лишь небольшой участок огромного северо-западного побережья. Мы не знаем, что лежит дальше. Мы не знаем, было ли это одно поселение или несколько. Мы не знаем, не скрывает ли Иссык-Куль где-то в другом месте следы армянского монастыря из средневековой карты. Существует версия, что дно этого озера хранит не один слой истории, а несколько. Слой тюркского каганата, слой средневековой торговли, слой еще более ранних культур, о которых мы пока не знаем почти ничего. Каждый слой принадлежит другому народу, другому времени, другому богу. Некоторые исследователи допускают, что под дном Иссык-Куля могут лежать следы поселений Бронзового века, когда уровень воды был значительно ниже, и береговая линия проходила там, где сейчас только вода и глубина. Если это так, Иссык-Куль – это не одна потерянная история. Это библиотека, большинство книг, в которой мы еще не открывали. Иссык-Куль не дает окончательных ответов, и в этом, возможно, и есть его главное свойство. Это место, где легенда оказалась ближе к правде, чем обычно, где рассказы стариков о строениях под водой не были выдумкой, где монастырь из средневековой карты, пусть и не найденный, уже не кажется полной фантазией, где трудно провести четкую черту между тем, что известно, и тем, во что хочется верить. Водолазы, работавшие здесь, находили не Атлантиду из сказки, они находили кирпичи, черепки, жернова, кости, могилы, вещи самые обыкновенные. Но именно это и делает находку такой странной, почти невыносимо реальной, потому что за каждым кирпичом стоит человек, который его обжигал. За каждым черепком был горшок, который кто-то держал в руках. За каждой могилой жизнь, которая однажды закончилась здесь, у воды, под горами. И все это тихо лежало на дне. Пока озеро оставалось озером, пока туристы плавали по его поверхности, пока пастухи гнали скот по берегам, пока Советский Союз строил санатории на его берегах и прятал под водой военные секреты, пока сменялись государства и поколения, Иссык-Куль ждал, как умеют ждать только очень глубокие места. И вот теперь вопрос, который хочется оставить открытым. Тору-Айгыр – это только то, что мы нашли. Только угол, в который посветили фонарем. Но озеро огромное. Глубина в центре достигает почти 700 метров.
Береговая линия тянется на 700 километров. Что если средневековый город, который мы начали изучать, это лишь одна точка на карте, которую нам еще только предстоит составить? Что если армянский монастырь, упомянутый на средневековой карте, лежит в другом месте, дальше от берега, глубже под водой, и ждет водолаза с нужным оборудованием и нужным вопросом? Что если Иссык-Куль скрывает не одну эпоху, а несколько, и каждая из них заслуживает отдельной истории? И еще один момент, который стоит назвать прямо. Некоторые места становятся известными, потому что о них много написано. Другие остаются в тени, потому что оказались на окраине истории, слишком далеко от центров, слишком сложны для туристских маршрутов, слишком неудобны для простых нарративов. И Иссык-Куль относится ко второму типу. Он находится в стране, которая сама по себе малоизвестна широкой аудитории. Он не стал темой голливудского фильма. Его не включили в список мест, обязательных для посещения. О нем не написали популярные книги, разошедшиеся миллионными тиражами. Но это не делает его менее реальным. Это просто означает, что работа по его пониманию еще не сделана, что большая часть того, что лежит под водой, еще не поднята на поверхность, что вопросы здесь пока важнее ответов. Напишите в комментариях, что, по вашему мнению, еще может лежать на дне этого озера. Ваши версии, догадки, то, что вы слышали или читали об Иссык-Куле. Это всегда интереснее, чем молчать в одиночестве. Если этот разговор был вам важен, поставьте лайк и поделитесь видео с тем, кому такие истории тоже не безразличны. И подпишитесь на канал, чтобы продолжать находить то, что история постаралась спрятать.